Есть в моем окружении семейная пара Настя и Игорь. Они из той категории знакомых, с которыми встречаешься раз в несколько лет. Игорь работал на одном из наших двух градообразующих предприятий бригадиром, а Настя продавцом в продуктовом магазине. Дети у них давно выросли и уже сами стали родителями. Так что супруги живут одни. И вот недавно по поручению общей знакомой я зашла к ним домой. Увиденное стало для меня полнейшим шоком. Но обо всем по порядку. Игорь всегда был высоким, физически крепким мужчиной. Он трудился на тяжелых работах и шутя легко поднимал свою миниатюрную жену одной рукой. Когда я зашла к ним, то вместо крепкого и веселого мужика увидела высохшую мумию с потухшими глазами, с культяпками вместо кистей и ступнями ног, на которых не было ни единого пальца. Видимо, мое остолбенение было так сильно, что это заметили даже хозяева. Игорь горько усмехнулся, а Настя пригласила меня на кухню пить чай. И вот что они мне рассказали. Несколько лет назад под Новый год Игорь с мужиками хорошо выпили на работе. Домой вернулся с компанией, и веселье продолжилось уже в квартире. Настя, вернувшись домой, увидела спавшего в спальне хмельным сном мужа. Наведя порядок на кухне, где до ее прихода веселилась компания, легла спать в другой комнате. Уснула она очень крепко, на работе перед праздниками всегда оврал. И вдруг во сне увидела покойную свекровь, которая настойчиво практически кричала одну и ту же фразу: «Вставай, иди и ищи, иди и ищи». Что умершая родственница хотела этим сказать, Настя вначале не поняла. Но раз уж проснулась, пошла попить воды на кухню. Проходя мимо спальни, обнаружила, что мужа там нет. Его верхней одежды на вешалке тоже не было, а вот телефон валялся на полу. Женщина вмиг проснулась и стала соображать, что происходит и где ей искать мужа. Рядом с их домом находится круглосуточный магазин, где, несмотря на запрет, можно было ночью купить спиртное, но только за наличный расчет. Павильон с круглосуточными банкоматами тоже находился неподалеку от магазина. И тут до Насти дошло, куда во сне ее отправляла покойная свекровь. Искать мужа. Она быстро оделась и выбежала на мороз, решив искать Игоря в районе магазина. Нашла она его неподалеку от банкоматов, избитого без сознания, практически замерзшего. Врач-травматолог после ампутации обмороженных кистей рук и пальцев ног сказал, что еще полчаса, и Игоря уже было бы не спасти. А дело было так. Игорь проснулся и решил поправить здоровье, но дома не оказалось ничего спиртного. А потому мужчина взял свою карту с только что полученной зарплаты и пошел снимать деньги в банкомат. Там крутилась какая-то шпана. Сняв деньги, он вышел из павильона. Очнулся уже в больнице после ампутации. Было возбуждено уголовное дело, но преступников так и не нашли. Игоря, конечно, трудно назвать везунчиком, с такими полученными увечьями. Но, видимо, умирать ему пока рано. Не зря ведь покойная мать разбудила невестку и отправила темной морозной ночью искать мужа.